Рим – один из древнейших и красивейших городов мира. История его основания окутана многочисленными легендами. Одни сходятся на том, что он был основан на братоубийстве, другие – на том, что Рим имеет божественное происхождение. Так или иначе, считается, что он был основан в 8 веке до нашей эры на Палатинском холме. И первым его царем стал Ромул, тот самый, который был вскормлен вместе со своим братом Ремом капитолийской волчицей. В начале республиканской эпохи Рим был аристократическим государством, где вся власть принадлежала патрициям. Плебеи имели ограниченные политические права, поэтому весь период существования ранней республики в государстве шла борьба между патрициями и плебеями. Результатом такой борьбы стал гражданский мир и формирование общей элиты. Параллельно с этим Рим завоевывает все больше территорий, начиная с Италии и переходя на Сицилию, Испанию, Карфаген и его владения, Македонию, Грецию и значительную часть Малой Азии. Даже в период поздней республики, когда Рим был окутан гражданскими войнами, к его владениям были присоединены Египет, Галлия, Вифиния и Иудея, а сама республика стала империей, победив почти всех противников в Средиземноморье, а затем и севернее, на территории Британии. Изначально Рим был центром язычества, где на потеху толпе и императорам жестоко расправлялись с христианами. Однако после восшествия на престол Константина все меняется. Отныне христианство становится официальной религией, а город Константинополь – новой столицей империи. Так Римская империя разделяется на две части. Однако западную часть империи, как и сам Рим, поджидают неудачи. Варвары все сильнее разоряют государство, и к 476 году под контролем Рима остается лишь Италия. Поэтому этот год считают моментом падения Римской империи. В средние века лидирующую роль в Риме начинают играть папы, подчиняя и религиозную, и светскую власть себе. Однако после переезда папского престола во французский Авиньон в городе вспыхивает гражданская война между знатью, а Рим беднеет и разоряется. В эпоху наполеоновских войн город попадает под власть Франции, а многие его сокровища и памятники вывозятся армией Наполеона в Париж. Только в 1870 году армия итальянского королевства вернула власть над Римом себе. Во время Второй мировой войны Рим, в отличие от многих других европейских столиц, фактически не был разрушен, однако находился под властью фашистов и немецкой оккупации до момента освобождения его англо-американскими войсками 4 июня 1944 года. В этом ролике мы самостоятельно решили изучить Вечный город и рассказать вам, что же осталось здесь от былой славы, почему многие объяснения из официальной истории можно считать вымыслом, что не так с Колизеем и как первобытные люди могли построить пантеон. А пока ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Ну что ж, дорогие друзья, мы все-таки прибыли в Италию, как говорится, в первый Рим. Сразу хочется сказать, что здесь, конечно, не для слабонервных, именно сам заход, огромный просто аэропорт. Все сделано для того, чтобы ты заказал все-таки такси, а не поехал на автобусе, но мы любим приключения и любим экономить средства, поэтому мы едем в центр, едем в Колизей на автобусе, конечно же, до которого пришлось битый час практически идти. Огромное количество, конечно, людей и расстояния такие знатные, как говорится, на выносливых людей. Спустя 15 минут ожидания мы все же покидаем территорию огромного аэропорта и отправляемся в центр города. Вообще Рим – огромный город и третья по территории после Лондона и Москвы столица мира. Здесь можно найти ландшафты и пейзажи на любой вкус и цвет. И горные, и холмистые пейзажи, и равнины, и долины, и, разумеется, парки с заповедниками. Город, как известно, с древнейших времен располагается на 7 холмах, которые, в свою очередь, стоят на левом берегу Тибра. В отличие от многих других европейских столиц, Рим был постоянно населен огромным количеством людей в течение 3 тысячелетий. Причем в древние времена этот город считался самым густонаселенным, ведь обитало здесь во времена императора Августа уже 1 миллион человек. Когда-то этот город был пупом земли и управлял аршинными территориями, но сейчас это далеко не самый богатый город и страна в Европе, а кроме того, не самый чистый. Всю дорогу к центру города можно наблюдать мусор, вандализм на улицах и не самые приятные
спальные кварталы. Но даже такие вещи можно простить так называемому вечному городу, особенно в тот момент, когда подъезжаешь к этому величественному зданию в самом центре. И да, речь, конечно, о Колизее, вокруг которого с самого утра огромные толпы людей и очереди, а внутри некогда древних сводов рекламные баннеры. Стоит ли он того, чтобы тратить несколько часов на очереди, или это очередной Диснейленд? Ну что ж, дорогие друзья, мы, конечно же, в Колизее, и мы, конечно же, приехали в тот самый день, первое воскресенье месяца, когда бесплатно можно зайти в любые музеи. Мы думали, что очередь будет просто невероятно фантастических размеров, и мы не попадем сюда, но нам это удалось. И вот мы, как говорится, заходим. Просто невозможно это поверить, мы заходим в Колизей. 30 минут мы примерно ждали, очень быстро двигается очередь. И мы смотрим на это чудо. И эту постройку в самом сердце Рима можно поистине считать самым огромным амфитеатром в Римской империи. Однако с самого начала его история, как и цели, для которых он использовался, просто поражают своей кровожадностью и беспощадностью. Изначально Колизей решили водрузить, чтобы выбить из памяти людей покончившего с собой императора Нерона, очернившего римскую славу. Следующий владелец Рима, Веспасиан, решил воздвигнуть это чудо прямо рядом с прудом бывшего нерадивого правителя. Строительство длилось 8 лет, и в день открытия здесь прошли 100-дневные игры, которые сопровождались гибелью не только гладиаторов, но и бесчисленного количества животных. С первого же дня своего существования Колизей был сценой для кровопролития на потеху публики. О том, что происходило здесь во время боев и игр, можно только догадываться по немногочисленным оставшимся свидетельствам той эпохи. Например, Марципан в книге «Зрелищ» пишет о том, что на глазах у изумленной публики здесь происходил даже реальный половой акт между женщиной и быком. Правда это или нет, доподлинно неизвестно. Однако по всем параметрам очевидно, что всех преступников, заключенных и бедняков без лишних раздумий отправляли в неравные схватки с хищниками. Ну что ж, дорогие друзья, мы находимся внутри Колизея. Как говорится, вот то, что осталось от него, от этого перекопанного несколько раз чуда. Как говорится, верим, что это не новодел. Но на самом деле похоже на... Что-то похоже точно на античность, да, на правду. Не зря же все-таки это чудо покоряет людей столько веков, да? Правильно? Вот и сегодня тоже. Сейчас сложно даже на минуту представить себе, насколько великое значение имело это место во времена существования Римской империи. И это, можно сказать, место проведения корпоративов, посиделок с друзьями или форум для дебатов и дискуссий. Жизнь в Колизее – это не только хлеб и зрелище, к которым мы привыкли, но и место для обсуждения всех бытовых проблем, составления брачных договоров и заключения сделок. Здесь император мог встретиться со своими подданными и продемонстрировать им свою силу и мощь. И хотя всеми известные гладиаторы набирались из числа простолюдинов, иногда сам император, дабы продемонстрировать на свой страх и риск смелость и решительность, облачался в доспехи и принимал участие в состязаниях, в которых он запросто мог умереть. Ну что ж, дорогие друзья, позади меня можно посмотреть, как выглядел Колизей раньше, видно, да, и как он выглядит сейчас, с таким небольшим обломком, ну а сзади все, что сохранилось от него, вот такие вот большие и не очень большие колонны, камни, из которого строилось это чудо и перестраивалось, извините меня, с очень-очень древних времен. Вот. И видно, что разная кладка, видно, что его перестраивали, что его откапывали, что только с ним не делали. Вот. И что только здесь не происходило, друзья мои. Все жестокости, которые можете себе представить, были именно тут. Разумеется, Колизей, который мы видим сегодня, далеко не оригинал первого века нашей эры. За все годы существования он подвергался ужасам самых разных природных стихий. Так, например, Дион сообщает о том, что молния в 217 году вызвала тут такой огромный пожар, что после него Колизей не использовался по назначению долгие годы. Другие источники сообщают, что восстановительные работы проводились здесь и в VI веке после землетрясения, в ходе которого пострадала арена амфитеатра. И хотя не все свидетельства и факты можно считать достоверными, на данный момент утрачены абсолютно все сидения Колизея, вместо которых мы видим лишь реконструкцию середины 20 века. Отсутствует и оригинальное покрытие арены, и часть внешних стен, и сам декор, и мраморная облицовка с оригинальной росписью внутренних стен и статуй. Обо всем этом мы можем лишь догадываться или судить по очень скудным упоминаниям и фрагментам, некоторые из которых являлись, безусловно, частью художественного вымысла. Ступеньки для исполинов.
Положение римлян в социальной иерархии определялось тем, какие места они занимали на представлениях в Колизее. В первых рядах, как правило, располагались сенаторы, за ними сидели всадники, а выше – люди с меньшим достатком. И, наконец, на самом верху – неграждане, в числе которых были рабы и женщины. Сенаторы, а возможно и всадники, располагались на подвижных и удобных сидениях, а остальные – на прикрепленных к полу скамьях. Так, ну что, читаем и узнаем, что у нас, как говорится, в древние времена, когда Колизей использовался по назначению, оказывается, можно было зайти в него бесплатно, не то что сейчас, да? Сейчас только по воскресеньям работает эта же схема. Так что вот такие интересные факты можно узнать, если немножечко почитать. Известно, что животных и гладиаторов вывозили на арену с помощью хитросплетенной конструкции, которые сейчас мы видим лишь на макетах. Сохранились также и подписи на некоторых сидушках, которые рассказывают нам об их хозяевах. Да, те самые, здесь был Вася. Вот, интересно на самом деле. Реально классно очень прописано. Хорошо сохранилось. Где? А, вот так вот. А говорят, не было НЛО раньше, да? Кто сфинкс построил на Марсе? Однако, несмотря на всю жестокость Колизея, это место окутано иногда гротескными домыслами, многие из которых не находят никаких оснований. Например, до V века нашей эры, когда христианство было принято как официальная религия, никто не писал о том, как в Колизей отправляли на расправу последователей Иисуса Христа. Равно как нет никаких письменных свидетельств тому, что кто-то из богачей ставил на определенных гладиаторов и воспринимал бои как нынешние ставки на спорт. Вот так, друзья, вот вы думаете, как говорится, что Колизей — это всегда про жестокость. А вон посмотрите на этих овечек, которых загоняли сюда же, где раньше погибали люди. Это средневековье. Меняются нужды этого места, меняются его восприятия. Но времена меняются, и некогда ключевое сооружение эпохи приходит в запустение. Некоторые источники сообщают, что после падения Римской империи в эпохе распри и правления папского престола Колизей перестал считаться ключевой постройкой города и стал использоваться как склад для различных съестных припасов. Вот так некогда нерушимое произведение искусства и восьмое чудо света стало использоваться для жизни внутри него бедных многодетных семей, как многие величественные достопримечательности нашего времени превращаются в пристанище для бездомных и наркоманов. Ну что ж, дорогие друзья, а мы, как говорится, нашли то самое место, где уже нет туристов, потому что все толпятся почему-то в начале. И вот отсюда открывается вид уже на внутренность того самого Колизея или того, от чего от него осталось. Здесь можно найти, если приглядеться, крест, который поставил сам Муссолини. Здесь можно найти отголоски и античности, и средневековья, когда все это использовалось в промышленных целях. Ну и, конечно же, современный новострой, да, когда все это реставрируется, ремонтируется и обрабатывается глазами туристов. Сейчас я пытаюсь тебе крест найти. О том, как относились к Колизею в XIX веке, можно судить по заметкам многих европейских писателей, посетивших это место во время своих странствий. Так, например, Чарльз Диккенс, побывавший в Италии в 40-х годах XIX века, пишет: «Никогда, даже в дни его молодости, вид исполинского Колизея не мог тронуть чье-либо сердце так, как он трогает всякого, кто смотрит теперь на его развалины. Благодарение Богу, только развалины». В этот период становится очевидным, что Колизей принимает новые символические смыслы и выступает прототипом смерти в прошлом и в настоящем. Все больше появляется рассказов о том, насколько губителен ночной воздух Колизея, поскольку он пропитан смертью невинных гладиаторов. Даже в путеводителе 1843 года сказано об опасности для здоровья ночного римского воздуха. Но, несмотря на это, в моду для богачей входит посещение этого сооружения при свете ночной луны, наполняясь романтизмом места. Сейчас даже состоятельные посетители такого себе позволить не могут. Лестницу, которая вела вверх Колизея, давно демонтировали. Массивный крест, стоявший посередине арены, убрали и поставили на то место, где он располагался при фашистском режиме. Однако каждую Страстную пятницу Папа Римский все же проводит здесь богослужение, которое напоминает нам, что именно христианское мученичество сделало Колизей точкой пересечения современного и древнего религиозных миров. Конечно, Колизей был самым большим амфитеатром, но не стоит забывать, что он не был самым величественным зданием такой могущественной империи, как Римский престол, в котором располагается большой цирк, храм Юпитера или Пантеон. Хотя Колизей, конечно, до сих пор хранит в себе множество тайн и загадок. Вот оно какое.
подземелье. Конечно, любая громадная постройка требует и больших затрат на его строительство. И рядом с Колизеем как раз исторический памятник, посвященный событию, благодаря которому был воздвигнут этот амфитеатр. Картина этого события представлена на арке императора Тита, обуздавшего самую непокорную провинцию, в которой, в отличие от других мест огромной Римской империи, монотеизм был превыше всего. Ну что ж, дорогие друзья, а я стою, как настоящий представитель еврейского народа, под той самой аркой, которая изгнала всех евреев из Иудеи на долгие 2000 лет. Можете себе представить, именно разграбление Иудеи в 70-м году нашей эры привело к тому, что был построен Колизей, были построены многие навороченные места Римской империи. И, как принято было, когда Израиль, скажем так, возродил себя, евреи прошли в другую сторону. Не в ту сторону, когда эта арка оповещала нас о пленных из Иудеи, а когда они вернулись, наконец-то, на свою землю. В 66 году в Иудее началось мощнейшее иудейское восстание. В 70 году римская армия, которой командовал будущий император Тит, сын императора Веспасиана, после длительной осады взяла Иерусалим, и священный город был разрушен почти до основания, а огромный храм царя Соломона со всеми ценностями был разграблен. Где сейчас хранятся самые ценные сокровища иудейского храма, вроде оригинала Скрижалей Завета, неизвестно до сих пор. Но другие ценности, такие как шпалера для дворца, золотой стол или минора, чье изображение затем появилось на Триумфальной арке, были взяты с собой в Рим. Сам Тит вместе с процессией рабов триумфально заехал в город на колеснице, празднуя как победу над Иудеей, так и окончание гражданской войны в империи. Церемония завершилась казнью Симона, сына Геора, иудейского полководца, а также грандиозным народным пиршеством, устроенным за счет государства. Именно из-за этого события глубокой древности евреи и оказались рассеянными по всему миру и возвращаются в современный Израиль из разных концов земли. А мы тем временем прошли буквально несколько метров и попали сюда, на Римский форум, место, с которого начался этот священный город. Сам форум только кажется маленьким, но на деле это просто фантастическая кладезь истории, древнейших развалин и построек. Если брать билет в Колизей, то посещение Римского форума и Палатинского холма, который находится напротив него, входит в эту стоимость. Ну а у нас первое воскресенье месяца, поэтому мы с широко раскрытыми глазами начинаем это приключение с музея, места, хранящего все с археологических раскопок. Больше всего здесь, конечно, полусохранившихся древнеримских статуй и голов, которые изображали богов или императоров, фрагментов любопытных фресок, которые некогда украшали стены дворцов и относились к предметам роскоши римской элиты, древних римских монет и многочисленных свидетельств повседневной жизни и быта. Например, элементы посуды, украшения и инструменты, которые могли принадлежать не только аристократии, но и обслуживающему персоналу этой элиты. Ну что ж, дорогие друзья, мы находимся в музее, да, в тех самых остатках, которые находятся, конечно же, рядом с Колизеем. И вот здесь, конечно, ощущается полностью весь тот самый культурный слой, о котором говорят. Посмотрите, как сделано вот это изваяние и из чего сделаны кирпичи мелкие. Видно соединение всех эпох, всех веков. Рядом с музеем фантастическая базилика Санта-Франческо-Романо. Ее основательница, в честь которой названа церковь, создала религиозный орден, куда входили обдавевшие женщины, занимавшиеся заботой о бедных и больных. В процессе восстановления Римского форума в его первоначальном виде многие из сооружений были снесены, но эта церковь считается фактически единственным сохранившимся примером христианской архитектуры на форуме. Здание, как говорят, было построено на том месте, где фаворит ненавистного императора Нерона Симон Волх с помощью черной магии взлетел и стал состязаться со святым Петром в чудесах, но вскоре рухнул на землю, где был забит камнями разгневанной толпы. Все это время за его падение молились апостолы Петр и Павел, и на мраморе сохранились следы их колен. Сейчас слепок можно найти на полу храма. Кроме того, здесь же можно найти и огромную картину с изображением Девы Марии с младенцем, которая считается одним из древнейших существующих христианских изображений во всем мире. Ну что ж, дорогие друзья, Римский форум. Вся древность перед глазами, как говорится. Все, что осталось,
все, что отреставрировано, собственно говоря. Находясь здесь, голова просто разрывается от невероятных размеров сооружений. И это если учесть, что большая часть этих зданий все же не дошла до наших дней. Что произошло бы с нашим сознанием, если бы мы видели картину полностью, даже невозможно себе представить. Но все то, что мы видим здесь, в Римском форуме, в основном создано во славу божеств или обожествленных императоров. Как, например, этот огромный храм на подиуме, построенный в честь Цезаря, второго после Ромула обожествленного императора. Процесс работы над ним начался спустя 2 года после убийства Цезаря, и установить полный облик сейчас возможно только благодаря сохранившимся монетам с того времени. Здесь же находятся и призрачные символы величия храма Сатурна, старейшего из известных сооружений на всем Римском форуме. Именно вокруг него во времена Древнего Рима люди совершали в день Сатурна обряд жертвоприношения, после чего город утопал в торжественных процессиях для яркой встречи нового сезона. Кроме того, здесь располагался и полукруглый храм богини Весты, где в течение всего года поддерживался огонь, и золотой дом Нерона, интересные остатки которого мы видели рядом с музеем, и храм Венеры и Ромы, или храм Веспасиана. Этот форум поистине считался центральным местом для дебатов, дискуссий, торговли и политических игр в республиканский период существования государства. В это сложно поверить, но именно здесь, среди этих развалин, залитых солнечными лучами, проводились настоящие судебные заседания, выносились приговоры и даже приводились в исполнение смертной казни. Однако времена менялись, и уже в Средневековье некогда могущественные сооружения, посвященные языческим богам, оставляются, и форум покрывается величественными базиликами и храмами, в одном из которых мы побывали. И несмотря на то, что многочисленные разграбления Рима и форума негативно повлияли на оставшийся культурный слой, все еще фантастический вид открывается на него с Палатинского холма, с которого, по легендам и описаниям, началась история Вечного города. Буквально несколько минут упорного подъема, одышка и усталость, и вас ждет вид, после которого нельзя жалеть ни о чем. Равно как и нельзя жаловаться, ведь в древние времена город под таким ракурсом могли позволить себе лишь римские аристократы и богачи. Действительно, здесь можно найти и остатки дома Августа, и дворцы Тиберия, Флавия, Севера и других состоятельных людей. Название же места говорит само за себя, ведь в переводе с итальянского «палата» — это дворец, поэтому и холм здесь дворцовый. Что за чудо? Прикинь, реально такой огромный. Помимо дворцов, здесь же находятся и удивительные сады. При закате солнца все это создает непередаваемое впечатление в душе. И кажется, будто вокруг тебя абсолютно все наполнено величием той самой Римской империи, о судьбе которой невозможно не задумываться время от времени. И все же, глядя на эти громадные колонны, искусно созданные скрепления, идеально выбитые складки на статуях и саму планировку зданий, а затем на официальную датировку их создания, невольно задаешь себе вопрос, как это все могли создавать первобытные люди, не знающие о том, что Земля круглая и не владеющие многими вещами без интернета, и почему же ничего подобного, никаких, хотя бы отдаленно похожих сооружений своим богам и идеалам не можем предложить больше миру мы. Пишите ваши версии в комментариях. Красотка. Каждый шаг на этой центральной улице хочется останавливаться, поэтому мы очень неторопливо, но добираемся до громадного, как и все в Риме, монумента, посвященного Виктору Эммануилу II, человеку, который объединил уже современную Италию. Так, ну что, буквально 2 минуты от исторического центра, хотя здесь все, фактически исторический центр, где оживают и гладиаторские бои, скажем так, и все императоры Римской империи, которые когда-либо существовали. Сзади меня вот такое чудо. И еще сзади меня, конечно, несмотря на то, что мы приехали в самый разгар реконструкции, она не мешает понять, как выглядел этот город. И, в принципе, не сильно портит впечатление, несмотря на то, что вот сзади меня 2 Исаакиевских собора, вот они. Несмотря на это, все равно это неизгладимое впечатление от вечного города, в котором нельзя не задумываться о Римской империи. И хотя из-за перекрытых дорог улицы становится значительно уже, невозможно оставить без внимания яркие уютные домики или разноуровневость города. Зайти хочется буквально в каждое здание, и мы попадаем в фантастическую базилику Святой Марии над Минервой, один из главных храмов Римско-католического доминиканского ордена. Этот собор принято считать последним сохранившимся готическим собором Рима. Ну что, друзья мои, базилики тут, конечно, на каждом шагу. Не все настолько богато украшены, и не все сохранили в себе следы древности, древних фресок, но
во всех почему-то сохраняется вот этот вот дух настоящего католического храма, вот этого все равно довольно просторного и богатого. Самая классная вещь, это, конечно, что когда слишком жарко, можно здесь получить заряд холода. Когда здесь слишком холодно, можно согреться в этом помещении. Ну и когда устали ноги, в том числе, кстати говоря. На выходе из храма нас встречает фонтан и постамент с фигурами дельфинов и гербовыми щитами Климента XI, а также египетский обелиск фараона. И это своего рода GPS-метка для паломников, которая с древнейших времен направляет путников и гостей Рима. Ну что ж, дорогие друзья, мы прибыли на площадь. Сзади меня вот такой вот замечательный слоник. И здесь находится пантеон. Сегодня, конечно, мы не можем его не посетить, потому как он находится довольно близко. Обожаю вот эти вот красочные, на самом деле, домики, эти замечательные улочки, эти дома, в которых иконы. И хочется задать только один вопрос. Почему такие не строят сейчас? Почему сейчас и в 20 веке в моде модерн и прочие уравнительные уродства? Скажите мне. Ну вот и оно. Самое масштабное строение всего Рима, Италии и даже, можно сказать, мира. Огромные колонны, высочайший свод. Кто только не пытался, создавая архитектурные сооружения, подражать во всем этому месту. Конечно, мы входим в Пантеон. Легенда Рима гласит, что всего построек под названием Пантеон в Риме было 3, а на месте того, куда мы идем сейчас, был храм, посвященный Ромулу, первому царю Рима. И неважно, язычество популярно сегодня или христианство, каждая из этих религий пользовалась этой громадиной для собственных целей. Все, дорогие друзья, входим в тот самый пантеон богов. Здесь, вот под этим громадным просто потолком, в этом величественном здании, даже сложно передать вообще эмоции, потому что через камеру это невозможно сделать. Насколько это огромное здание. Строительство первого пантеона началось по приказу полководца и сподвижника императора Октавиана Августа Марка Агриппы в 27 году нашей эры. Несмотря на то, что многие причисляют современный пантеон к его заслугам из-за надписи при входе «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в 3-й раз, воздвиг это», на деле этот пантеон сгорел в пожаре 80-го года. Вторую попытку построить пантеон предпринимает император Домициан, но и это здание не прослужило долго. Зато 3-я попытка императора Адриана увенчалась грандиозным успехом. Пантеон, отстроенный на этом месте в 126 году, стоит уже 1900 лет. Одна из главных фишек и загадок этого места, разумеется, купол пантеона. Размеры его просто поражают любое воображение. И в древние времена, и сейчас он символизирует собой невероятный прорыв в инженерном деле, ведь он и по сей день является самым большим неармированным бетонным куполом в мире. Для сравнения, даже купол в соборе Святого Петра в Ватикане меньше, чем этот, и только собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции превосходит его в размерах. Ровно по центру купола находится единственное отверстие, через которое в храм попадает солнечный свет, и диаметр его составляет 9 метров. В средние века ходили легенды, что странное круглое отверстие в куполе пробила нечистая сила, и в таком месте в эту сказку легко поверить. Но это еще не все, ведь те самые древние предки, которые пользовались, как нам говорят, палками и копалками, соорудили несколько отверстий в полу, чтобы во время дождя вода не затапливала пантеон. Так, ну что, те самые отверстия, через которых может вода обратно уходить, если идет дождь. Вот эти 4 дырки. Как говорится, древние люди придумали ливневки раньше, чем они появились во многих городах. В это сложно поверить, но это правда. В 609 году пантеон из места поклонения римским богам стал христианской церковью Святой Марии и мучеников и является ею по сей день. И хотя сейчас здесь проходят богослужения, стоят иконы, фрески, кресты и фигуры ангелов, в сознании многих людей это место все еще остается величественным древнеримским пантеоном богов. А кроме того и удивительным мавзолеем, ведь именно здесь располагается гробница известного во всем мире итальянского художника Рафаэля Санти, а также могила его невесты Марии Бибиены, которую он не любил и хотел втайне жениться на другой. Здесь также похоронен человек, придумавший пиццу Маргариту и назвавший ее именем своей супруги. Ну что ж, дорогие друзья, перед вами самое гениальное произведение вообще архитектуры, искусства за все века. Не говоря уж про древность, не говоря уж про наше время. Сейчас, конечно, такие не строят. И, конечно же, сталинский стиль высоток, высоких потолков.
рядом не стоял с Пантеоном. Посмотрите, пожалуйста, на этот купол. Это 47 метров. Это окружность, которую можно сделать. И это ливневки, которые придумали древние люди. Раньше это место было языческим храмом, но потом, с приходом христианства, он стал христианским. В общем, это место царит очень много загадок. Самая большая загадка — это как можно было все это построить собственными силами, учитывая все древние, именно древние мозги и знания. Конечно, такое сооружение не могло не стать вдохновением для многих других построек. Собор во Флоренции, главная католическая церковь в Ватикане, усыпальница выдающихся людей во Франции или бесчисленные американские капитолии. Все эти сооружения обязаны Адриановскому пантеону своим существованием, ведь сделаны они по его образу и подобию. Ну а мы тем временем выходим уже в ночной Рим и идем по его шумным улицам, направляясь к одной из визитных карточек города – фонтану Треви, который к моменту нашего посещения был на реставрации. Реально фонтан на реконструкции. Жесть, конечно, приехали еще. Однако реновация вовсе не расстроила нас, ведь в Риме слишком много для этого фантастических мест. Буквально 10 минут, подъем на Капитолийский холм, и мы в еще одном удивительном музее. Посмотрите на Пал Палыча, чья нога, узнали, такая наступит, и все, кирдык. Кому принадлежали эти части тела? Рядом тоже какая-то типа икра, я не знаю, здесь Пал Палыч. Черная? Там, обратите внимание, то же самое, как говорится. И все это в музее Капитолина. То есть все, что осталось, в принципе, от старого города, то, что не уместилось в той самой исторической части, где и так очень много туристов, можно просмотреть как следует здесь. И кому это все принадлежало, где голова и как узнать, что это за исполин, пока нету ответа на этот вопрос, к сожалению. Будем смотреть. Гигантские части тела, бюсты и статуи. Именно так выглядит Капитолийский музей Рима. Мужик, ни хрена себе, тебя порвало так на части. Как выяснилось позже, все гигантские руки, ноги и головы – это все, что осталось от огромного колоса императора Константина, распространителя христианства в Римской империи. Можно себе представить, насколько великих размеров она была, если высота одной только головы императора составляет 2,5 метра. Судя по остальным сохранившимся частям, полный колос мог достигать 12 метров в высоту. Можете себе представить? Это же настоящий колос Родосский, ни больше, ни меньше. Точно такая же копия, сделанная уже из бронзы, располагается внутри музея. Не менее примечательной работой является и бронзовая статуя Марка Аврелия на коне, которую считают единственной сохранившейся конной статуей из бронзы, дошедшей до наших дней с античных времен. Изначально считалось, что и она посвящена Константину Великому, и только археологи, откопавшие старые монеты, увидели портретное сходство всадника с Марком Аврелием благодаря своим новым находкам. Ну и, конечно, фишкой коллекции можно считать статую той самой капитолийской волчицы. Говорят, что отлили ее в V веке до нашей эры этруски, которые тогда же устанавливали в городе знак объединения римлян, сабинов и этрусков. Однако, возможно, это произошло и позже. Копии этой статуи, оригинал которой располагается тут, находятся в Румынии, Америке, Испании, Швеции, Франции и других странах мира. Поражает и статуя Геркулеса, найденного на раскопках в бычьем форуме, и медуза Горгона, выполненная в Бернине, и сохранившиеся фрески с иконами, и огромная коллекция искусства. Так или иначе, именно эти музеи принято считать первой открытой для публики художественной галереей, которая должна была дать людям знак о доступности предметов искусства и культуры для любых слоев населения. Удивительно, но несмотря на такое количество представленных здесь оригиналов, найденных на различных раскопках в самых фантастических частях города, здесь совсем не так много народу, как в центре, и можно спокойно осмотреть все сокровища, которые здесь представлены. Спустя несколько часов изучения этой сокровищницы мы все же заметно проголодались. К счастью, мы в правильной стране, где голодными остаться просто нельзя. Так, ну что, друзья, все-таки это единственное место, где традиционная итальянская кухня, да, все-таки мы решили попробовать апероль вкусный, и паста тоже прям готовится при тебе, и пицца. В общем, лучшее завершение 8-часового дня в музее. Проснувшись на следующий день, который мы посвятили Ватикану, кто не смотрел этот ролик, ссылка будет внизу в описании. Нам удалось со всей отчетливостью увидеть, насколько разнообразна архитектура этого города. Вопрос один: сколько же раз он был закопан, раскопан и перестроен, учитывая, что каждое здание его располагается на собственной высоте. Дорогие друзья, я не знаю, есть ли такое в каждом месте, я уверена, что нет.
но в Риме есть налог на город, городской налог, на самом деле, который избирается только здесь. Я вот думаю, почему бы во многих других местах тоже не сделать такой налог? Вот, допустим, если у вас перенаселен центр, перенаселена столица, то почему бы просто в столице не брать дополнительный налог на город, чтобы люди меньше там жили и больше селились в других местах? И тем не менее, несмотря на всю свою дороговизну, которая связана с вечно туристическим сезоном, этот город можно изучать вечно, и пары-тройки дней точно не хватит для его полного обхода. Ну а нам пора выдвигаться снова в путь, поэтому мы тестируем общественный транспорт. Передвигаемся мы на метро, немного грязном и неопрятном, но довольно удобном и дешевым для перемещений по городу. Ну что ж, дорогие друзья, мы находимся на самом большом вокзале. Отсюда отправляются, собственно говоря, и поезда метро, и поезда до аэропорта, до других соседних городов. Вот мы как раз купили тот самый билет, да, экспресс. Дело все в том, что здесь в Риме, по крайней мере, очень-очень дорогой личный транспорт. То есть, если вы едете на такси, вы платите огромные деньги, практически 100 евро за поездку. Это реально очень много. Поэтому единственная возможность чуть-чуть сэкономить и доехать все равно в срок — это взять просто экспресс, взять поезд, автобус, что угодно, но только не такси, потому что такси – это бешеные деньги. Причем непонятно почему. Возможно, из-за того, что из-за цены на топливо, хотя такие цены во многих странах, и я могу сказать, не если сравнить, дороже, чем в Израиле, даже в 2 раза. Это невероятно, поэтому здесь, да, категорически сложно шикануть, и лучше этого не делать. Однако радовались мы рано. Все поезда наотрез отказались именно сегодня ехать в каком бы то ни было направлении. Деньги были выброшены, ну а мы оказались на грани того, чтобы пропустить свой рейс. Короче, друзья, конечно же, мы, приехав сюда, забыли, что здесь тоже бывает такое понятие, как забастовка. Мы купили билеты на поезд, который был дешевле, но при этом ни один из поездов в аэропорт не поехал. Потому что сегодня забастовка. От чего бастуем, непонятно. Мы еле-еле выловили такси, и в итоге заплатили в 30 раз больше. Замечательно, поэтому, несмотря на высокие цены, тарифы такси, да, не нужно забывать, что все-таки лучше приехать сюда, разориться, но приехать сюда без стресса, да, чем с транспортом, который работает через раз. И даже перемещаться по территории аэропорта оказалось целым приключением здесь. Ну что, очень прикольная штука. Первый раз такое вижу, чтобы в аэропорту можно было на шаттле, на поезде доехать до своей точки. Как говорится, да, то есть, если тебе очень сложно найти вылет, пожалуйста, можно так сделать. Прикольно, но очень стрессово. И все же никакие неприятности, пробки, непредсказуемые забастовки или задержки из-за природной неспешности итальянцев никогда бы не смогли испортить впечатление от этого немыслимо красивого, величественного города, задающего планку всему миру с древнейших времен и по сей день. Это был фильм «Признание любви к тебе, вечный город», в который так и тянет вернуться вновь и вновь. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, пишите в комментариях о своих любимых местах Рима и Италии. Ну а мы снова отправляемся в путь. Пока-пока.